Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Женщина прекрасна в любом возрасте. Как говорится, в 45 баба-ягодка опять. Но в последнее время часто говорят о том, насколько красивы и привлекательны женщины после 50 лет. Что это? Новый тренд или давно забытая истина? Сегодня дамы за 50 могут составить реальную конкуренцию молоденьким девушкам. Так что пора прекратить переживать о своем возрасте и начать наслаждаться той мудростью и опытом, которых не хватает юным девушкам. Есть несколько особенностей женщин 50+, которые кажутся мужчинам гораздо более значимыми, чем молодость и сексуальность на показ. Все меняется. Мужчины поняли, что жизненный опыт, ум, харизму и очарование нельзя компенсировать красотой тела. Например, женщина, которой за 50, не станет посреди ночи будить своего мужа вопросом: «О чем ты думаешь?». Если ей не хочется смотреть футбол, она не будет ныть по этому поводу. Она просто займется тем, что ей на самом деле интересно. Такие женщины обычно обладают чувством собственного достоинства. Они самоуверенны, знают, чего хотят, их не беспокоит мнение окружающих. Такие женщины не закатывают истерики на публике, будь то театр, ресторан или вечеринка в кругу друзей. Конечно, если ты этого заслуживаешь, она тебя спокойно пристрелит, если сочтет, что ей это сойдет с рук. Взрослые женщины щедры на похвалу. Они умеют доверять партнеру и достаточно уверены в себе, чтобы познакомить избранника с подругами. Молодые девушки избегают обычно таких знакомств, а женщине постарше все равно, если ты сочтешь ее подруг привлекательными. Она не станет на пустом месте строить предположение о том, что ее предадут самые близкие люди. Они честны и прямолинейны. Не станут искать окольные пути, чтобы сказать о том, что вы не правы. Они скажут это вам в лоб, так что вам не придется гадать, что же не так с ее настроением. Да, есть много причин восхищаться женщинами, которым за 50. И вот основные из них, ради чего молодые мужчины нередко выбирают спутниц старше своего возраста. Финансовая независимость. Многие девушки считают, что избранник должен полностью обеспечивать их, ведь молодые представительницы слабого пола еще не способны достичь финансовой стабильности. Мужчин, как правило, не устраивает подобная ситуация. Активные дамы зрелого возраста не склонны ожидать от мужчин финансовой поддержки. Обычно они имеют хорошую подушку безопасности, высокооплачиваемую работу, собственный бизнес или деньги и недвижимость, которые им достались при разводе с мужем. Такие женщины готовы к романам ради близости, а не ради выгоды. Они не нуждаются в материальной помощи от любимого мужчины. Женщины, перешагнувшие определенный возрастной рубеж, хотят опекать, заботиться, не видя в этом ничего предосудительного, ведь любовь – это забота. Они дарят щедрые подарки своим избранникам. Им искренне нравится это делать. Положение в обществе. К 50 годам женщины, как правило, многого добиваются в карьере или в бизнесе. Они не останавливаются на достигнутом, не ждут пенсии, рождения внуков, а продолжают совершенствоваться в профессиональной сфере и зарабатывают деньги. Они нередко оказывают поддержку молодым спутникам, которые становятся их деловыми партнерами и даже могут дать своему избраннику стартовый капитал для собственного бизнеса. Наличие жизненного опыта. Женщины, достигшие 50-летнего возраста, обычно обладают большим жизненным опытом. Это огромный плюс в отношениях для мужчины, ведь они очень часто жалуются на непонимание со стороны ровесниц. Про женщин моложе себя и говорить нечего. Отношения строятся на недовольстве и манипуляциях, что создает постоянное напряжение.
Спутницу постарше можно не стесняться. С ней можно обсудить любые проблемы. Она посочувствует, поддержит советом и делом, подскажет выход из любой ситуации или предложит помощь. Она может правильно понять обстоятельства, в которых оказался мужчина. Поэтому не нужно хитрить, скрывать что-либо. Со спутницей зрелого возраста он может вести себя откровенно. А молодые девушки часто относятся к партнерам потребительски, устраивают скандалы и раздражают супругов. Отсутствие претензий. В браке с ровесницей или женщиной значительно моложе себя мужчина постоянно ей должен и виноват перед ней. С партнершей постарше мужчина перестает быть похожим на загнанного зверя, может расслабиться и получить, наконец, удовольствие от жизни. Об этом говорят все мужчины, состоящие в отношениях с женщинами гораздо старше себя. Непомерный список претензий, выкатываемый молодыми партнершами, они называют первопричиной развода с ними. Сексуальность. Спорить о том, что сексуальность никак не связана с возрастом, не стоит. Женщина в 50, которая нравится мужчинам, априори харизматична и обаятельна, умеет преподнести себя, быть, а не казаться. Многие отмечают, что женщины с возрастом выглядят только лучше и ведут себя более раскованно. Они не комплексуют и принимают себя такими, какие есть, а это очень привлекает противоположный пол. Современная косметология и пластическая хирургия, услугами которых пользуются успешные дамы бальзаковского возраста, скрывают видимые признаки разницы в годах. Что же касается секса, то зрелая женщина знает наверняка, как укатить партнеру в постели. Отношения ради любви. Как правило, к 50 годам у женщин уже накоплен определенный жизненный багаж. Развод, дети, у некоторых даже внуки. Женщины в этом возрасте не склонны шантажировать спутника возможной беременностью, не рвутся во что бы то ни стало замуж и уж тем более рожать. Хотя и то, и другое возможно. Отношения строятся на страсти, положительных эмоциях, нежных чувствах, удовольствии, а не на том, что нужно все срочно успеть. Девушкам следует задуматься о том, что позволяет зрелым женщинам привлекать кавалеров и стараться развивать в себе такие качества. Самодостаточность. Семейные союзы с молодыми представительницами слабого пола порой обрекают супругов на постоянное чувство долга. Девушки считают, что мужчина обязан уделять им все свободное время, покупать дорогие вещи, обеспечивать жену квартирой и автомобилем. После появления детей список желаний неуклонно растет, и супруг постепенно обрастает различными долгами. Дамы зрелого возраста обычно не ожидают, что кавалеры будут тратить на них много времени и денег, потому что в 50 лет женщины уже обладают таким качеством, как самодостаточность. Отсутствие комплексов. Богатый жизненный опыт подсказывает зрелым женщинам, что скованность – плохой помощник в романтических отношениях. Свидание с дамой 50-летнего возраста, как правило, не бывает скучным. Активность, мудрость и раскованность – главные преимущества зрелых женщин перед наивными юными особами. Вот почему сегодня 80% женщин не заинтересованы в браке. Они понимают, что нет смысла покупать целую свинью ради сардельки. Интересно было бы узнать вашу точку зрения. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!